Вчера прошло специальное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Оно было посвящено теме «Правовая защита религиозных чувств». И в соответствии с поручением президента Российской Федерации мы в рамках этого специального заседания провели общественное обсуждение того законопроекта, который внесен был в Государственную Думу группой депутатов. Так называемый законопроект номер 142-303-6. Он был внесен 26 сентября прошлого года. И называется он «О внесении изменений в Уголовный кодекс и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания, в скобках паломничества, мест религиозных обрядов и церемоний». И вчера на заседании Совета мы прежде всего предоставили слово авторам этого законопроекта. От их имени выступил Владимир Вольфович Жириновский и председатель комитета Госдумы по делам общественных и религиозных организаций Ярослав Нилов. Дальше мы предоставили слово представителям различных религиозных организаций, которые являются одновременно членами Президентского совета по взаимодействию с религиозными организациями. И после этого выступали уже члены Совета и, в первую очередь, руководитель рабочей группы Николай Карлович Сванидзе и руководитель нашей экспертной группы Владимир Васильевич Ряховский, члены Совета. Дальше развернулось довольно бурное обсуждение, в котором участвовали и не только члены Совета, но и эксперты Совета, и представители религиозных организаций, в частности, Московской Патриархии. И в результате мы пришли к такому выводу, что у нас есть два документа. Один документ – это заключение Совета по тексту данного законопроекта, и, во-вторых, предложение Совета по внесению изменений в законодательство в целях обеспечения правовой защиты религиозных чувств. Что касается первого документа, мы поставили на голосование и решили, что этот документ мы берем за основу, и в течение 3 дней идет его заочное обсуждение между членами Совета и голосование. Через 3 дня, я думаю, что уже в понедельник на сайте Совета мы увидим окончательный текст этого заключения. Одновременно с этим было принято решение продолжить работу над предложениями Совета по внесению изменений в законодательство и пригласить к участию в обсуждении этих предложений тех депутатов Государственной Думы, которые в этом заинтересованы, и прежде всего, конечно, тех, кто вносил данный законопроект в Государственную Думу. Господин Нилов вчера сказал, что они заинтересованы в сотрудничестве с Советом, что они готовы сближать позиции, что по ряду вопросов они уже согласны с предложениями Совета. Ну что же, это можно только приветствовать. Давайте двигаться дальше в этом направлении. Поэтому я надеюсь, уже на следующей неделе состоится заседание экспертной группы в расширенном составе, и мы будем иметь в очень скором времени уже согласованный текст предложений. Мы заинтересованы в том, чтобы выйти на какую-то единую позицию. Итог вчерашнего заседания я оцениваю положительно, потому что за основу принято заключение по поводу выдвинутого проекта депутатами Государственной Думы. И суть этого заключения заключается в том, что концепция выдвинутого закона абсолютно не соответствует никаким нормам права и не решает никаких проблем, поэтому эта концепция должна быть возвращена обратно депутатам, и даже если встает некая проблема, то нужно рассматривать и писать новый закон, который, может быть, подправил бы текущее законодательство.
потому что главные претензии и со стороны экспертной группы, и со стороны членов Совета, большинства, главные претензии даже господина Шевченко заключались в том, что действительно религиозные чувства не являются правовой категорией, тем более без расшифровки. Таким образом, уголовное преследование, перевод в уголовное преследование по таким статьям приведет к правовому беспределу, тем более правоохранительные органы, которые будут это исполнять, никоим образом пока что нельзя их заметить в какой-либо объективности. Вторая причина заключается в следующем. Если расшифровать, что такое религиозные чувства, если представить, каким образом в административном плане и в уголовном плане наказывать за сознательные действия по оскорблению человеческого достоинства, умышленные именно действия отдельных людей, связанных с проблемами религии, тогда оказывается, что есть уже статья и в административном кодексе, и есть статья в уголовном кодексе. Поэтому, естественно, вот то экспертное заключение, которое будет готовиться, предполагает, может быть, закрыть какие-то бреши. Может быть, административные штрафы усилить и, наоборот, ослабить уголовную ответственность. Потому что тюрьмы и так переполнены, и это совсем не то место, где можно исправить человека в связи с тем, что он оскорбляет другого человека. А вот огромные штрафы, может быть, внесут некую справедливость. Поэтому я считаю, что в принципе, на данном промежуточном этапе цель достигнута. Потому что на первом президентском совете с участием Владимира Путина президент согласился с тем, что правовые религиозные чувства не являются юридической категорией для исполнения судебных процессов. Второе, он согласился с тем, что в текущем законодательстве уже есть, но в ответ на беспокойство в обществе со стороны конфессий нужно закрыть какие-то бреши, чем Совет и занялся. Еще, что я хотела бы сказать, в процессе обсуждения и на комиссии, и в группе, и в экспертных комиссиях возникла другая тема, и вы о ней слышали, например, в лице Иосифа Дискина, что хорошо бы действительно отклонить этот закон полностью, но написать другую концепцию, более расширенную, в которой нужно будет защищать все чувства, в том числе и чувства атеистов, и патриотические чувства, и национальные, ну, я не знаю, там чувства... Вегетарианцев, там чувств много. А чтобы люди друг друга не убивали, потому что тогда придется использовать уголовное законодательство, нужны превентивные меры. Поэтому с этой целью необходимо зонировать Россию, в том числе и большие города, и разделить на зоны с такими табличками, предупреждающими, где какие чувства могут быть оскорблены. И если вы боитесь, что ваши чувства будут оскорблены, то в эту зону не ходить. И тогда считается, общество заживет благостно и политкорректно, потому что, например, мусульманин не войдет в ресторан, где кормят свининой, и в китайский, например, где есть пельмени с свининой, потому что будет висеть табличка. Здесь могут быть оскорблены чувства тех, кто по религиозным мотивам не ест свинину. Или на винзавод, где огромное количество выставок современного искусства, или в том же музее Сахарова скандальные выставки, любая выставка должна сопровождаться предупреждением. Здесь территория, где религиозные чувства могут быть оскорблены. Но вы понимаете, что идея звучит благостно, но по своей сути она уничижительна для России. И я удивилась, что на таком серьезном уровне и в прессе, и на телевидении, и на Совете эта вброшенная абсурдная идея обсуждалась. И в том числе и называлась фамилия Ряховского. Но вчера на заседании Совета он официально отрекся, что он в этом не участвовал. Он занимался в экспертной комиссии только совершенствованием поправок статьи Уголовного кодекса и административного. Поэтому я надеюсь, что благодаря обсуждению и отклонению этого проекта закона у нас не выплывет еще более смешной закон, и на это опять не будет потрачено куча сил и Общественной палаты, и Совета по правам человека, чтобы теперь править следующий абсурд. Поэтому я предупредила вчера депутатов Государственной Думы, чтобы они все-таки политические свои реакции на разные события, на которые они имеют право, потому что Госдума – это не только законодательный орган, это политический орган, там
находятся фракции политических партий, и они должны реагировать на события в обществе. Но лучше бы все-таки они реагировали с помощью политических методов. Они превращали законодательный процесс в свой политический пиар, потому что потом с этим разбирается огромное количество организаций, и в конечном счете мы точимся на месте вместо того, чтобы решать реальные проблемы совершенствования законодательства. И мало того, почему-то депутаты никоим образом не обращают внимания на то, как исполняется законодательство. Депутаты Государственной Думы постоянно, и в том числе из «Единой России», повторяют: у нас не работают законы. Но каждый раз, когда они хотят решить проблему, они пишут очередной, мало того, неграмотный закон. Но, может быть, лучше проследить, как исполняются уже текущие законы, и попробовать вести диалог, вместо того, чтобы закрываться новыми законами в виде такого политического пиара. Я думаю, все участники вчерашней дискуссии были согласны в том, что проблема действительно есть, и религиозные чувства людей должны быть надежно защищены. Но если говорить об этом юридически, то возникает вопрос, а какой инструмент защиты будет адекватным? Если речь идет о введении очередной нормы в Уголовный кодекс, то надо проверить, действительно ли удастся этой норме работать и как она соотносится с другими положениями уголовного законодательства. Немаловажно также, а смогут ли правоприменители работать с этой нормой. Вот применительно к тому, что было предложено депутатами, был целый ряд возражений чисто юридического свойства. Одно из них связано с тем, что закон этот, проект закона, носит дискриминационный характер, ибо речь идет о защите религиозных чувств далеко не всех граждан России, которые имеют такие чувства. Речь идет буквально о защите чувств тех, кто исповедует религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Между тем, равенство конфессий – то есть шаманизм. Это требование Конституции. Да. Кроме этого, речь идет о довольно небрежном изложении текста закона. Вот были времена, когда законы высекались на каменных стелах, как, например, в Вавилоне. А в Древнем Риме студенты заучивали наизусть закон 12 таблиц. 12 таблиц уже потерялись, а веками студенты повторяли эти формулы. Когда мы читаем в законе такие тексты, как оскорбление, унижение богослужений и обрядов, разве унизить и оскорбить богослужение или обряд можно? Это не по-русски. И дальше возникает вопрос, ну хорошо, ладно, а как будут судьи и прокуроры работать вот с этой неграмотной формулировкой? И если они не смогут с ней работать, это значит, что они истолкуют определенным образом. Это значит, что будет неединообразие применения закона на территории России и будут акты произвола, которые поставят в Россию в очень плохую ситуацию в Европейском суде по правам человека. Кроме этого, анализ юридический этого текста позволяет заключить, что он вводит дополнительную уголовную ответственность за то, что уже влечет уголовную ответственность, а также административную ответственность. Значит, на практике встает вопрос разграничения норм при предъявлении обвинений. Вот эта ситуация, опять же, порождает правовую неопределенность. Закон уголовный не может служить истерической реакцией на сиюминутный вызов. Закон уголовный должен быть очень продуман и тщательно вписан в систему уже действующих норм. И есть еще одно соображение. Когда мы говорим о защите убеждений людей, возникает вопрос, а государство в состоянии понять убеждения людей, чтобы их защищать? Государство может приписать мне какое-то убеждение? И я думаю, ответить на этот вопрос надо отрицательно. Если мои чувства оскорблены, я должен предпринять демарш, обратиться в соответствующий орган уголовного преследования. А не государство привяжет мне факт оскорбленности и начнет преследовать других людей моим именем. Поэтому на Совете звучало предложение перевести уже существующие нормы некоторые в разряд дел непубличного обвинения, когда жертва не возражает, жертва молчит, а прокурор начинает
уголовное преследование или следователь, а перевести их в разряд дел частно-публичного обвинения, когда оскорбленные представители того или иного религиозного сообщества, если чувствуют себя оскорбленными, действительно обращаются и требуют какого-то воздаяния. В любом случае, нормы, не вписывающиеся в существующую редакцию уголовного закона, сиюминутные, скоропоспешные, не должны вноситься в кодекс.